Привет! Рада приветствовать вас на канале Ауникири. Меня зовут Юля. В этом видео я покажу игрушки, которые связала за последнее время. Также поделюсь продвижением заказа, который выполняю на данный момент. И поделюсь своими покупками и процессом вязания некоторых игрушек. Сегодня хочу начать с моих любимец. Разноцветные, яркие. Связала вот таких вот тулечек. Чудных таких с этими усиками. Не знаю, они так смешно смотрятся, как какие-то червячки. И можно их связать в любом таком цвете, в любом сочетании цветов. И смотрится прикольно. Я не знаю, похоже на улитку или нет. Ну, я их вяжу чуть-чуть по-своему. Вообще это мастер-класс бесплатный, в свободном доступе. Нашла его или в Pinterest, или в Instagram, если честно, я уже не помню. Это уже было давно, и я его переписала в тетрадку, и так как там были мои изменения, я вяжу их по-своему. Потому и автора я не записывала, потому не подскажу. Не знаю, как их положить, чтобы видно было, что они так глазками смотрят. Но я связала их всех разных, в разных сочетаниях цветов. И они мне все нравятся. Вот эти усики вообще, вот мне муравьев напоминают, такие прикольные. Вот такая. Тоже чудная. Ну, вроде похожа на улитку. Кто ж еще, если не улитка? Хоть и у улитки глазки на вот этих вот усиках. Но все равно классная улитка. Вот. Я не знаю, где-то около 10 штук их связала. И все разные, как я уже сказала. Можно использовать вот этот мой любимый. Конечно же, это мой любимый вариант. Да? Чудно. Ну и вот такой мне тоже нравится вариант. Там, где с таким вот фисташковым и нежно-розовым. Классное сочетание. И вот такой мне тоже нравится. Ну, в общем, конечно. Я просто делаю так, как мне нравится. Поэтому мне все нравятся. Вот такая. Они чуть-чуть иногда могут так на бок голову смотреть, как будто недовольны. Вот такой тоже классный вариант нежно этого сиреневого с нежно-желтым. Вот такая. Да, так как только наоборот. Все такие перепуганные. Глазки 10 миллиметров. Вот такая. Тоже мне нравится сочетание цветов вот этого сиреневого с голубым. Ну и сейчас салатовым и желтым и розовым. Все, неважно. И вот такой нежный вариант. Прям вообще. Вот такая. Тоже, как я уже говорила, с желтым, в сочетании с желтым, этот сиреневый. Что-то, наверное, уже больше, чем 10. Вот такое сочетание. Ну, можно сказать, это как и мне для вдохновения, и, возможно, кому-то, какие цвета можно сочетать, и прикольно смотрится. Ну, у меня, если честно, не всегда получается хорошо сочетать цвета. Я стараюсь это тренировать как-то. Вот 2 цвета, можно сказать, не проблема. А когда там 3 и больше, то я уже чуть-чуть теряюсь. И может у меня не совсем удачно получится. И все. Вроде бы всех. Никого не потеряла. И сколько штук у меня получилось этих улиток? Так, 3, 6, 9, 11, 13, 15, 16. 16 штук. Ну, все классные, все мои любимцы. Они так вот, ну, просто вам не видно так сверху. А когда они стоят
И вот эти глазенки все вот так вот на тебя смотрят, это так прикольно смотрится, я не знаю. Как будто просящий взгляд улитки. Вообще улитки это вредители, но они бывают милыми, если их не сильно много. Вот. Ну, да, могу измерить. Можно, конечно, было бы еще как-то по-интересному оформить панцирь, там что-то сюда приклеить, вышить, как угодно. Или тут ротик сделать. Но мне и так нравится, как они смотрятся такие чудные. И не знаю, не факт, что им нужен этот ротик. В общем, я делала уклон на то, чтобы именно вот разное сочетание цветов. Ну, и эти усики такие, как ушки, такие могут быть так пригнуты, как будто испугалась. А может такая рык, как будто насторожилась или прислушивается. Ну, в общем, прикольные они. Да, а сколько сантиметров я так и не померила. Вот, в длину 5, ну, 5,5, я даже не знаю, как их мерить. И в высоту, можно сказать, 5 и 5,5. Такие крошки. И это из Воланс Bunny Baby. А если б из более тонкой, так они вообще малышки. И можно на таких улиток использовать остатки пряжи. И можно сказать, еще не заезженная игрушка. Но я не знаю, насколько покупателям нравятся улитки. Это я еще не в курсе. Вот. Так, все. Дальше. А дальше связала вот таких улиток. Вы, скорее всего, уже видели их, если следите за видео на моем канале. Вышел такой мастер-класс на такую маленькую улитку. Она оформлена в виде улитки Гэри, которая является питомцем губки Боба. Ну, а также ее можно связать в любом другом цвете. Сама игрушка цельно вязаная, без пришивных деталей. Единственное, нужно вышить вот этот завиток, чтобы было понятно, что это ракушка улитки. Ну, а также приклеить глазки и, по желанию, какой-либо декор. Также, по желанию, можно вышить ротик, если хотите. Но мне больше нравится, как они выглядят без ротика. А следующую улитку попробовала связать в более натуральном цвете. Не в таком, как нежно-розовом, а вот более подходящий под ту улитку, которая была в мультике. Ну, если честно, мне в этом цвете больше понравилось, потому я продолжила и еще несколько штук связала в таком нежном цвете. Мне просто это сочетание цветов больше нравится, и я считаю, что оно тоже узнаваемо. Вот, 5 штук получилось улиток. Сами по себе улитки небольшие. Вяжу их из пряжи Воланс Bunny Baby и ростом высоту 4 сантиметра, в длину где-то 5,5 сантиметров, смотря как мерить. Вот такой небольшой вариант, и я этого и добивалась, чтобы они были максимально маленькие, так как я хотела, чтобы это подходило и к брелку губки, который у меня уже есть. А также в этот раз я решила использовать не сиреневые, не фиолетовые вот эти вот кружочки от глазок, от подложки глазок, а синие. Мне кажется, они тоже достаточно гармонично смотрятся, так как у меня просто синих вот таких кружочков больше всего. А так, мастер-класс бесплатный можете найти у меня на канале. Также там есть еще несколько мастер-классов на других героев из этого мультика.
А следующие персонажи были у меня в хотелках. Уже давно хотела их связать, как только увидела, что есть такой бесплатный мастер-класс. И, наконец-таки, выделила себе время, чтобы все-таки отвести душу. И вот связала таких очаровательных лисят. Они оформлены в виде лисят из мультика «Зоополис». Но это для тех, кто смотрел мультик, те, возможно, угадают. А те, кто не смотрел, то это просто для них будет лисенок в какой-то такой одежде необычной. Ну, мне понравилось очень их вязать. Я связала 3 лисенка. Все они зеленоглазые. Глазки чуть-чуть отличаются цветом, ну а так практически одинаковые. Также припудрила им щечки, как я люблю. И мне кажется, они так смотрятся намного милее. Вот и еще один красавчик. Глазки кабошоны 12 миллиметров. И не знаю, вот лисята мне легко пошли. Хоть тут и хвостик вязался отдельно. Может, я просто на тот момент соскучилась по лисятам. Оно сидит? Ну, не сильно сидит. Так, нужно постараться. Сейчас посажу их, чтобы красиво ждали своих дам. Ну и для них же нужно было связать напарницу. Это крольчиха. Вот такие крольчата. Это подруга этого лисенка. Лисенка я, если честно, не помню, как зовут. Ну, а кролика зовут Джуди вроде бы. Вот такая прелесть получилась. Тут я попробовала ей поставить глазки на безопасном креплении трапециевидные. Но так как у меня не было сиреневого цвета, такие, как они у нее были в мультике, то я использовала просто голубые, так как мне показалось, этот цвет будет хорошо подходить и под ее костюм, а также под серый цвет. Так. А остальных двух сделала с глазками кабошонами. Тоже 12 миллиметров, но уже такой ближе к сиреневому или сиренево-розовому цвету. Такие прикольные малышки. Так, и вторая вот такая. Тоже глазки чуть-чуть отличаются. Эти глазки я заказывала комплектом, там сразу было 100, вроде бы 100 штук, если не ошибаюсь. Заказывала уже давно на AliExpress, потому ссылки дать, скорее всего, не смогу, так как это уже было давно. И на тот момент у меня еще был другой аккаунт. Ну, честно говоря, лисят мне понравилось больше вязать. Вот какие они в сравнении. Хоть тут и хвостик вывязывается отдельно, и ушки тоже вывязываются, ну не знаю почему. Ну а у кролика ушки вывязываются вот тут вот сразу поверх после того, как закончили вязание. Такой способ вывязывания ушек мне подсказала Наденька, моя любимая. И я использовала его, и мне очень понравилось, как выглядят ушки в таком виде. Ну, по мастер-классу там тоже не сильно сложно. Ушки вяжутся. Так что делайте, как вам удобно. Вот они особо прикольно смотрятся в парочке. Также по мастер-классу там идет галстук синий. Но я не захотела его вышивать, так как мне показалось, что расстояние между лапками тут слишком маленькое. И получается, галстук должен идти аж с шеи, и будет как-то странно смотреться. Или нужно, возможно, галстук какой-то слишком тонкий. Ну, я надеюсь, что и без галстука он будет узнаваем. Ну, в любом случае, они очаровательные и так. И также можно даже их связать и без одежды. Вязала их крючком 3,5 мм. Пряжа Woolens Bunny Baby. И вот лисенок вышел у меня около
9,5, 10 сантиметров без хвостика. А зайка, без ушек тогда будем мерять, около 9 сантиметров. Хоть так по виду и не скажешь, что зайка прям насильно аж на сантиметр меньше. Ну, я думаю, в будущем буду использовать эту схему, чтобы вязать просто каких-то, возможно, кроликов или лисят, или каких-то других животных, так как мне понравилось, что тут такая вот щекастенькая мордочка сама по себе. И смотрятся они так аккуратненько и мило. Кстати, если вам нравятся мои видео, буду очень благодарна вам, если вы поставите лайк. А также, если вы еще не подписаны на мой канал, то буду рада видеть вас в качестве своих постоянных зрителей. Будем вместе развиваться и обмениваться идеями. А этих собачек я уже давно видела у Даши с канала «Все вязаное». Но они у нее находятся в платном телеграм-канале. И тут мне предоставилась такая удачная возможность присоединиться в этот канал. И, конечно же, я на радостях связала этих бульдожиков или мопсиков. Если честно, не сильно разбираюсь в породах собак. Я связала вот этого очаровашку, такой щекастенький. Вот они мне так нравятся, что они вот такие вот щекастенькие, как будто переели. И еще вот прям и тело тоже такое пухленькое. И, конечно, они обычно вяжутся ушки так. Вот такие милошульки получились. Еще добавила им язычок, для того, чтобы они интереснее так смотрелись, или можно сказать по-смешному. И поставила глиттерные глазки 12 миллиметров. И прикрепила вот такую вот косточку, ну, чтобы акцентировать внимание, что это собачка. Этот первый у меня такой получился. А второго я связала в сером цвете. Бульдожики же бывают и серые, насколько я знаю. И использовала ему голубые глазки. Вот, честно говоря, когда я только вязала его, и еще не приклеила носик, и язычок не сделала, он мне так был похож на котика. Я не знаю, я не могла себя отвести от мысли, что он мне похож на котика британского вислоухого. Ну, потом я поставила вот такие носики собачьи, и все. Теперь он точно песик. И также вот под цвет глаз использовала такую ниточку и подвеску косточку. И такие чудные песики получились. Сами по себе небольшие. Ростом они выходят до 8 сантиметров, 7,5-8 сантиметров. Да, это даже чуть-чуть меньше. А носики использовала сейчас, покажу какие. Наконец-таки мне дошли формочки для носиков, которые я уже давно заказывала на AliExpress. Там шла формочка изначально вот так вот, пол формочки это кошачьи носики, а вторая половина это собачьи носики. Ну и все они вроде бы как были маленькие. Но так как у продавца не было в наличии той формочки, которую я заказывала, она мне прислала вот такую вот большую кошачью и как дополнение вот такую маленькую вторую, но собачью. И эти собачьи носики вот идеально подходят для собачек. Мне очень понравилось, как они смотрятся. Такие черные и объемные. А вот носики на котиков сейчас покажу, какие вышли. Вот, чтобы не затягивать время, то я просто делала кружочек, какой у меня получался, и примеряла, к какому носику он больше всего подходит. И тот носик и делала. У меня не было цели делать какого-то одного размера носики, так как на ощупь кружочек сложно сделать для всех носиков одинаковый. И сейчас покажу, какие. Ой, один
убежал. Их я делала из полимерной глины, а потом запекала. Вот такие кошачьи носики. Вот. Ну, какой-то больше, какой-то меньше. Но они намного как тоньше. Они плоские, можно так сказать. Вот один такой совсем большой. И я не знаю, я еще не пробовала их примерять к котикам. Но мне больше понравились носики у собачек. Вот они как-то пообъемнее смотрятся, они такие плоские. Тут можно даже по формочке определить, что вот носик кошачий сам по себе плоский. Но я не могу же сделать вот так вот с горбинкой сам этот носик, чтобы он был побольше. Потому что он будет неплотно прилегать тогда к игрушке. А цвет вот такой розовый, это я не отдельно цвет покупала, а смешивала белый с капелькой розового, чтобы такой нежно-нежно-розовый носик бледный получился, как у настоящих котиков. Времени, конечно, уходит на это довольно-таки много, но вот результат, особенно на собачках, меня очень радует. Потому я думаю, что еще буду много таких делать носиков. Если кому-то нужно, я могу оставить ссылку на вот такие вот молды. Но это Алиэкспресс для Украины. Для других стран я не знаю, подходят ли ссылки, те, которые я присылаю, или нет. Ну, а вяжутся они, конечно же, очень легко. Просто вяжем тело, вывязываем ушки, делаем утяжку, и все, и такие щекастики, мордастики и улыбашечки получаются. Да, у них еще хвостики такие есть. Ну, не знаю, как вам, похоже на собачку, на бульдожика или нет? Потому что я не так уж и насмотрена на именно собачек, так как я иду по улице, и меня больше привлекают коты. У нас вообще в городе столько много котов, кошек, и уличных, и домашних, и всех практически выпускают, что идешь по улице, и возле каждого подъезда по 3-4 кота. Ну, есть такое там, где один только кот или два, но все равно очень много котов. Вот в других городах, где я была, я не видела столько котов, как у нас. Хоть их и стараются там забирать домой по возможности люди. И многие коты вообще умирают от того, что собаки тоже бегают, и от машин перебегают дорогу. Но тем не менее, все равно много у нас котиков. Ну, а также люди их подкармливают и ухаживают даже за бездомными котиками, которые на улице. И у меня в голове уже давно была мысль, что я хочу связать лягушек маленьких. И также у Даши с канала «Все вязаное» в телеграм-канале платном я нашла перевод схемы на этих лягушат и тоже решила связать их, потому что они очаровательные. Вот такой лягушонок получился. Возможно, вы уже видели их, так как я спрашивала у вас мнение, как приклеить эту корону, так как у меня немного возникли проблемы с ней. Так как когда я попробовала приклеить ее на горячий клей, ну, она не сильно надежно держалась, и я попробовала ее оторвать, и она оторвалась, а клей остался на самой игрушке. Я потом еще раз попробовала приклеить, ну, в общем, почему-то у меня, наверное, из-за того, что вот эти короны имеют какую-то гладкую поверхность, не получалось приклеить. Возможно, их надо было как-то пилочкой подпилить. Может, это было бы
уместнее. И я спросила у вас, как вы крепите такой декор. И мне посоветовали вот такой способ. И способ приклеивания на клей кристалл момент или B7000, 8000, 6000. Но мне вот эта идея больше понравилась, так как не всем может нравиться декор. И, допустим, если кому-то не нравится корона, хотят просто пустую лягушку, то ее просто можно снять. Ну, а также мне, если честно, нравится, как она болтается. Не знаю. Так как корона, это ж вообще, она должна быть съемной, по идее. То вот мне понравилась эта идея. И да, даже на таком маленьком карабинчике корона никуда вообще не денется. И у меня карабинчик на вот таком вот кольце, не разъемном, а вот как большое кольцо для брелка. И я сделала много таких лягушек. Ну как много, 10 штук, просто разным цветом. Так, вот такая в короне. Вот такой вот джентльмен. Даже это будет в покупках, я покажу вам. Такие бантики приобрела. Попробовала прикрепить ей вот такое сердечко. И мне показалось, это идеально смотрится для этих лапок. Получается, она лапки держит вот так вот вместе. И как будто как обводит эту форму лапок. Ну, не знаю, мне так показалось. И уже, видите, некоторым лягушкам я делала просто вот такие зеленые глазки. А некоторым я выделила и сделала белые белки глаз. Не знаю, какие лучше смотрятся, или может это по желанию, и у каждого свое видение. Ну, эти как более как стандартный и проверенный вариант. А вот такая пучеглазая, я не знаю, понравится или нет. Но мне нравится. И тот вариант. Просто, возможно, для кого-то этот лучше, для кого-то этот. И будет выбор покупателя. И получается, связала 5 вот таких нежно-салатовых. Это у меня девочка такая с бантиком вверху. И вот такая. Тоже тут сердечко, но поменьше. Уже такое оранжево-красное. Тоже покажу вам в покупках это сердечко. И вот. Вот это вообще, конечно, какая-то с огромными глазами у меня получилось. Но это была моя первая лягушка. И я чуть-чуть тут по-другому ее вязала. Ну, она тоже такая чудная получилась. Но мне кажется, с этим цветом лучше сочетается вот это розовое сердечко. Прям так в глаза бросается. Вот такой. Тоже джентльмен. Вот такой. С сиреневым сердечком в лапках. Ну, как будто он, знаете, вот что мне это сердечко напомнило, как вот так вот делают, вот так сердечко, как будто так же и лягушка делает. Ну, может, это только в моей фантазии такое. И вот такая с красным сердечком. Тоже. И с белыми глазками. И вот такая последняя с грибочком. Почему-то про грибочек я вспомнила только в последний момент, хоть изначально я хотела их с грибочками делать. И всем им тоже вышивала вот эти вот румянца. По мне так прикольные жабки и похожи на жабок вроде бы. И прикольно так сидят и ждут. Ростом они получаются около, ну, до 5 сантиметров. Да, до 5 где-то так. А это чуть-чуть даже побольше. 5,2 сантиметров. Вот где-то так. Ну, вяжется легко, быстро. И выходят они милошульки. Как я понимаю, этот лягушонок называется лягушка Хоппи. Вроде бы. Ну, я их впервые связала. Потому, возможно, для кого-то это уже не будет какой-то новинкой или открытием, как для меня. И уходит.
выходим. Да, а сейчас я покажу вам сразу, вот не отходя от кассы, как говорится. Вот заказала такие вот сердечки. Такие красные у меня были, а в этот раз решила еще и розовые себе заказать. Такие они небольшие. Размер, который у меня вот 2 сантиметра на 1,5, 100 штук в комплекте. Заказывала на Али. И мне кажется, они так аккуратно смотрятся, и можно их использовать в разных вариантах оформления и игрушках. Заказывала на Али. Если кому-то нужна ссылка, напишите, я оставлю. Также заказывала вот такие бантики. Тут их вроде бы 50 штук, если не ошибаюсь, не написано. Но пока доходит, я уже забываю, сколько там штук заказывала. И я думала, они будут такие мягкие, знаете, как фоамиран или фетр. Но они сами по себе такие какие-то жесткие, как будто фетр с одной стороны, а с другой стороны как будто фоамиран. Или что-то подобное. То есть они с этой стороны жесткие, а с этой такие шершавые и очень хорошо клеятся. И держатся прекрасно. Сами по себе небольшие бантики. Так, размер. Вот. Размер сантиметр. Или даже чуть-чуть больше. Ну, до сантиметра. Где-то около сантиметра. Такие маленькие и разноцветные. Тоже заказывала на Али. Ой. И еще заказала вот такие сердечки. Там можно было заказать как одного цвета или набор разноцветных. И я решила все-таки разноцветные. Но в следующий раз, если буду заказывать, все-таки закажу, скорее всего, только красные. Так как красных попалось всего лишь 3 штуки. Красных сердечек. А у меня на них были планы. Вот такие сердечки. Тоже это не самые маленькие, которые есть сердечки в продаже. Ну, тоже где-то до около сантиметра. Потому что другие там есть, которые 8 миллиметров или вообще там 6,5. То те сердечки намного меньше. Ну, этих, конечно, и в упаковке тут 50 или 30 штук. Я, если честно, уже не помню. Потому как бы по цене не знаю, насколько это выгодно. Ну, это считается декором для ногтей. Тоже заказывала на Али. А грибы такие я вам уже показывала. Заказывала их уже давно. Они вот на проволоке идут. Можно их как приклеить, так и просто вставить. Но они тоже бывают там разные по размеру. У меня размер 2 сантиметра в высоту. 2 на 1,5. Ссылку на грибочки, скорее всего, я уже и не найду. Но вы можете вот заскринить грибочки, которые я показываю. И просто по фото найти похожий вариант в магазинах. И все, забываю показать вам это чудо. Связала уже давно, но почему-то про нее я все время забывала и не показывала. Вот такая овечка, чудная овечка я бы назвала. Связана по платному мастер-классу от Nastic Toys. Такая чудная овечка, которая напоминает мне, знаете, раньше в 90-х, наверное, годах или 80-х была модная прическа химия на голове. И вот, смотря старые фотографии там, своих родителей и вообще, у всех вот была похожая прическа. И мне эта прическа в овечке напомнила именно вот эту вот химию на голове. У них у всех практически были вот такие короткие стрижки или до плечей. Но смотрится она так по-смешному. Честно говоря, думала я, что выйдет она поменьше.
Я вязала ее из пряжи Woolens Bunny Baby. И вышла ростом она, вот я не знаю, с ножками, без ножек. Ну вот смотрите, с ножками и без ножек. Без ножек 10, с ножками ну, до 12 где-то сантиметров. Такая перепуганная, чудная. Возможно, надо было какой-то носик ей чуть-чуть по-другому связать. Ну, такая смешная. Можно сказать, бухгалтер, овечка. С вязанием, конечно, у меня были проблемы, если так можно назвать. Как бы сама овечка мне очень понравилась, как выглядит. Такая она прикольная, чудная. И вот еще у Насти они там с табличками. Ну, очень прикольная идея, и смешно они смотрятся. Можно их связать тоже в разных цветах. Но я замучилась вывязывать вот эту вот шерсть. Она такая сама по себе, как облачко, такая нежная, мягкая. Но столько времени у меня на нее ушло, что я чуть-чуть даже расстроилась, и второй раз мне не хочется ее вязать. Ну, а так сама по себе прикольно. Возможно, можно попробовать ее связать из пряжи, ну, именно вот эту вот пушистую часть, из какой-то просто пушистой пряжи или кучерявой. И тогда вязание пойдет побыстрее. Но я просто, когда вяжу игрушку, я сразу думаю, а если мне придется таких 10 вязать, или хотя бы 5, то нет, то я бы не хотела. Но так они еще прикольно сидят. Не знаю, садись, ты сидела. Почему-то теперь сидеть не хочет. А, не, сидит чуть-чуть, развалившись. И одни глаза виднеются, да? И такие чудные овечки. Ну, а так она цельно вязаная. И я говорю, если бы не одновременное вывязывание этой шерстки, то, возможно, вязалась она быстрее. Ну, так, чудной такой вариант. И правда, не хватает ей какой-то таблички. Как будто не тревожьте меня или что-то такое. Путеглазая. Знаю, многие вяжут китят сейчас на лето, так как летний вариант радужных и вообще в разных цветах, в голубом, в сером. Ну, а мне захотелось сделать какой-то необычный вариант и связала косаток. Вот таких вот черно-белых. И именно вот мне нравится, как они выглядят с желтыми глазками. Глазки трапециевидные, глиттерные, 12 миллиметров. Вот такие косаточки. В прошлом году, когда я выходила, продавала, у меня был такой случай, подходила девушка с парнем, посмотрела. У меня был довольно-таки большой ассортимент игрушек, но она ничего не выбрала, увидела китят и говорит, вот, а если б были касатки, то я бы вас купила, а так ничего не куплю. Я сама подумала, почему именно касатки? Ну, в общем, я так и не поняла. И мне, как говорится, поздно доходит. И в этом году вот я решила косаток связать. Мне просто нравится, как они смотрятся. Мне кажется, такой необычный вариант. То есть связала их, я не знаю, около 10 штук, может чуть-чуть больше. Вязала, пока не надоело. Вот такие они прикольные. И использовала им вот такое вот крепление брелочное. Я не знаю, как оно называется. Вот оно работает таким способом. И мне оно нравится больше, чем шнурочки, так как мне кажется, что этот вариант более надежный, чем шнурочки, так как там вот эти всякие соединительные колечки, одно, второе, и плюс карабинчик такой не сильно надежный. Ну, в общем, может игрушка потеряться, упасть и так далее. А тут, мне кажется, более надежно и можно прицепить куда угодно. Хоть на рюкзак, хоть на ключи, хоть на сумку. Так, чего мы не фокусируемся? Вот.
В принципе, их можно связать по любой схеме китенка, просто используя смену цвета таким способом. Но я вязала их по мастер-классу, который предназначен именно для таких косаток. Там какой-то мастер-класс был на иностранном языке. Я напишу в описании к видео, как называться и автора, если вдруг кому-то понадобится именно конкретно этот мастер-класс. Хоть подобных много. Они такие выходят не маленькие, но и небольшие. Да, глазки 12 миллиметров, уже я не помню, сказала или нет. Ну, я не знаю, как их мерить. С хвостом или без. Ну, около 7, пусть будет 6. Ну, в общем, без хвоста 6. С хвостом пусть будет 7 или сколько. Вот. Ну, в принципе, они тут и не требуют особого оформления, только вышить вот эти белые пятнышки и все. Вот так. Не знаю. Буду надеяться, что и в этом году будут желающие купить именно вот косатку. Ну, вот именно когда я смотрела в мастер-классе, мне казалось это таким прикольным вариантом. Возможно, у меня и не получилось это передать, а может и получилось. Может, я уже на них насмотрелась. Не знаю. Дальше переносимся к заказу. Что я на данный момент вяжу? А вяжу я вот этих лисят по своей схеме, которая есть у меня на канале. И мне их нужно связать 50 штук. Я уже, можно сказать, на финишной прямой, но возможно это только мне кажется, так как еще мне нужно приклеить носик, вышить стрелки и переносицу носика, также спрятать вот эти кончики. Да, и еще не всех я доделала. Вот у меня еще 3 таких осталось не связанных. Вот вязала я их вот так вот поэтапно. Раскладывать их красиво не буду, а просто навалила кучей часть заготовок. Тут у меня получается 46 штук. И у меня еще вот этих 3 недовязанных. И плюс вот 7 хвостиков. Один хвостик мне нужно еще одного довязать. То есть мне еще 4 штуки надо связать. На 3 у меня уже пол тела готово, а на одного у меня только хвостик. И у меня осталось вот столько пряжи. Я сомневаюсь, что ее хватит. Но тогда будет не 50, а 49. Я думаю, на 3 этих точно хватит. А вот на одного целого я не уверена. То есть совсем мало пряжи осталось. Кстати, купила новый оттенок пряжи Woolens Bunny Baby 77 номер. Вот такой он ярко прям оранжевый. На камере он смотрится более ярко, чем в реальной жизни. Получается, камера его больше краснит, делает его более красным, а на самом деле он больше в рыжину уходит. Ну, сам по себе цвет красивый, но я расстроилась, что, в общем, у меня оставалось 2 мотка пряжи, а уже было много достаточно заготовок. И я начала паниковать, хватит мне этой пряжи до 50 или не хватит. И я сразу взвесила моток целый. И думаю, доделаю полностью 10 и посмотрю, сколько уйдет пряжи на доделывание. Именно получается доделывание голов. И вот на доделывание 10 голов, вот получается у меня были вот таких вот 10 заготовок уже. И мне нужно было 10 доделать. На 10 таких плюс ушки ушло 36 грамм.
И, к сожалению, мотки, которые я заказала, они были не по 100 грамм, а в каком-то было 96, в каком-то 95, в каком-то 98. То есть, ну, в каждом мотке было по минус 4-5 грамм. И что, я думаю, возможно, из-за этого мне не хватило на лисят. Потому что заказывала я, можно сказать, прям впритык. Хоть и в прошлые разы мне хватало нормально. То есть одна упаковка пряжи у меня уходила на 50 вот таких вот лисят. Но одна упаковка рыжего цвета. Я не считаю еще черный цвет и белый. Их я не беру в счет. Просто я для того, чтобы знать, сколько мне оранжевого заказывать. И вот в прошлые разы у меня уходила упаковка. А в этот раз не хватит. Но я думаю, я же говорю, это из-за того, что в каких-то мотках была неправильная граммовка. Но я взвешивала без этикетки. Возможно, производитель взвешивает или учитывает еще этикетку саму. Там, может, в той этикетке будет и 5 грамм, и так 100 грамм и выйдет. А сама нитка, там нет 100 грамм получается. Что печально, так как цены дорожают, и качество тоже ухудшается, а вес получается неправдивый. И как я их вязала? Сначала я связала 50 хвостиков. Даже получилось у меня больше хвостиков. Я чуть-чуть разошлась там, и получилось на 6 хвостиков больше. Ну, хвостики там совсем маленькие, и там не настолько много пряжи уходит, чтобы еще хватило на одного лисенка. Потом я присоединяла к каждому лисенку хвостик и вязала тело до белого этого цвета. Вот до сюда. И тоже получается 49 штук. Я связала вот именно эти тела. Потом всем им продолжала эту белую часть, всем связала. Но это все, конечно, в разные дни. И достаточно много дней ушло на это. Ну а дальше я сразу довязывала голову оранжевым и сразу вывязывала ушки. Вот следующий этап, как я уже сказала, прячу кончики, вышиваю реснички и перегородку на носике и приклеиваю носик. И присоединяю крепление для брелка. В общем, по сути, кажется, что еще не так уж и много осталось. Но если учитывать, что это сразу 50 штук надо сделать, то кажется, что время длится очень быстро, а заказ особо не продвигается. Ну, у меня кроме лисичек еще там есть позиции в заказе, потому я стараюсь все потихоньку выполнять. Также хотела показать вам пряжу, которую приобрела. Так как скоро нам нужно будет навязывать много овечек, я купила вот такую вот пряжу под названием барашек. Вот так вот она выглядит. Сама по себе на ощупь она очень мягкая, такая прям шелковистая, нежная, очень приятная. Так, я не знаю, где конец. Вот так она выглядит вблизи. То есть на какой-то кусочек ткани, получается, прикрепляются вот такие вот кучерявые ворсинки. Так, метраж я не подскажу. Или если кому-то надо, я напишу это отдельно, так как я не помню, этикетку я уже выкинула. Так как я, вот когда покупаю пряжу, я сразу ее перематываю в такие мотки с помощью моталки для пряжи, так как ими удобнее пользоваться и они занимают меньше места. Также вот такой цвет. Тоже эта же пряжа, той же фирмы, если там есть фирма, и того же магазина. Но такой необычный цвет. Мне кажется, что похож на естественный цвет барашков каких-то горных. И еще вот такой вот цвет.
Вот тут прям, не знаю, за счет вот такого цвета кажется, что она такая объемная и кучерявая. Вот, из-за того, что она внизу такая темная, а концы ворсинок светлые. Но метраж там в любом случае небольшой. И расход пряжи не маленький, так как для нее понадобится крючок не 3, ну, может быть, 4 или 4,5, смотря кто как вяжет, какой плотностью, так как она сама по себе такая толстая, толще, чем, допустим, букле. И еще, так, сейчас эту сюда подвину, заказала пряжу букле. Вот такой фирмы Лавита Нова Ярн. Конечно же, на ощупь она совершенно другая, так как тут получается законченные петельки. Если тут просто получается кучерявые шерстинки, вот, кучерявые шерстинки, то тут как петельки. Вот. Но я и из нее тоже барашков буду вязать. Хоть сама по себе на ощупь она такая мягенькая, но больше напоминает она мне как шерсть. Именно по ощупу напоминает мне шерсть. Но по составу тут, смотрите, 80% акрила, 20% полиэстер. И вот цвет, если кому-то нужен. Сама смотка выглядит не так, как сейчас я вам показываю. Это я просто смотала в такой круглый клубок с помощью также моталки. И просто потом вот так вот сомкнула и одела этикетку, чтобы знать точно какой это фирмы и какой это цвет. Также заказала вот такую черную, тоже Лавита. Просто черная, обычная. Но мне кажется, что тут она какая-то более толстая, что ли, или пышная, как это назвать. Возможно, из-за черного цвета она так смотрится. И еще два цвета таких заказала. Вот такой вот бежево-песочный или темно-бежевый. Не могу одно отделить. Вот. Тоже Лавита Нова или Нова. И ее аналог Ламия Ретро. То есть и этикетки выглядят прям слишком похожи. И по метражу, и по всему остальному они, в общем, аналоги. Вот белую такую. Я уже пробовала из нее повязать барашков и вязала крючком 3,5 миллиметра. Ну, как и обычно. Я вяжу плюшевую нить. И вяжется ею сложнее, чем вот этой. Но для этой нужен больше крючок. Или нужно учитывать, что тело будет более пухлое у овечки. Ну, в целом, это тоже неплохой вариант для овечек. И буду использовать. Также на пробу заказала вот такие варианты. Тоже такой какой-то пушистой необычной пряжи. Вот. Вот такие вот ворсинки. Что-то похожее на Alize Softy, но только ворс более длинный. Так называется эта фирма. Тоже смотка там не такая была. Но а цвета тут, как я понимаю, нет. Потому, не знаю, вот я заказала два таких цвета. Такой песочный и белый. И, кстати, эта нитка тут уже по 50 грамм идет, а это ж 100 грамм. Я вам показывала тут цвет или нет, вдруг кому-то цвет понадобится. Заказывала вот эту вот всю пряжу, кроме этой, в Инстаграм у Екатерина пряжа. Но это для Украины. А из этой пряжи еще не вязала
можно сказать, экономлю или оставила на более подходящий случай. Ну, а сама по себе она такая мягенькая, очень нежная. Тут даже состава нету. Но она, не знаю даже с чем ее сравнить, с таким как махра. Очень мягкие, как детские комбинезончики какие-то. Такое очень приятное на ощупь. И все. Это все, что я хотела вам показать на данный момент. Спасибо вам, что посмотрели это видео. Желаю вам всего хорошего, хорошей погоды, хороших продаж, здоровья и вдохновения. До свидания, до новых встреч!